История произошла со стариком по имени Андрей Николаевич. Он уже несколько десятилетий жил в маленькой деревне, окруженной прекрасной природой и небольшим прудом, в котором он проводил большую часть своего времени на рыбалке. Андрей Николаевич был человеком простым и добрым, и его старания и преданность этому увлечению были известны всем в деревне. У него был сын, который жил в далеком городе и редко навещал отца. Андрей Николаевич всегда с грустью вспоминал о своем сыне, но не мог удержать его рядом с собой, ведь город предлагал больше возможностей для молодого человека. Отец и сын общались по телефону, обменивались письмами, но это было совсем не то же самое, что провести время вместе. Однажды, когда старик сидел возле своего дома, наслаждаясь тишиной и природой, к нему внезапно подбежала тигрица. Андрей Николаевич был ошеломлен и испуган, но быстро заметил, что у нее в пасти что-то было. Когда тигрица подошла ближе, старик с удивлением увидел, что это был раненый тигренок. Малыш был беззащитным и нуждался в помощи. Старик сразу понял, что нужно сделать что-то, чтобы спасти тигренка. Он решил связаться со службой спасения животных, которую он знал благодаря своим рыбацким приключениям. Они обещали приехать в ближайшее время и забрать тигренка, чтобы доставить его в клинику и оказать ему необходимую помощь. Не прошло и нескольких часов, как служба спасения прибыла в деревню. Сотрудники были впечатлены добротой и преданностью старика к животным. Они сразу же взяли тигренка и пообещали, что сделают все возможное, чтобы он выздоровел и вернулся в свой естественный мир. Минуло несколько недель, и старик уже начал опасаться, что так и не узнает, что стало с тигренком. Он волновался и ночами не мог спать, представляя себе худшее. Наконец, однажды, позвонил телефон. Это был представитель службы спасения, который радостно сообщил, что тигренок выздоровел и готов вернуться в свою природную среду. Андрей Николаевич был счастлив. Он узнал, что тигренка отвезли на ту же местность, где его нашла тигрица. Там он был отпущен на волю, и теперь малыш снова мог счастливо бегать по лесу и наслаждаться свободой. Однако радость старика была неполной. Он все еще скучал по сыну и мечтал о том, чтобы снова провести рядом с ним время. Однажды, когда Андрея Николаевича посетила мысль, что его сын, возможно, захочет узнать об этой истории, он решил написать ему письмо. В письме старик поделился сыну о своей встрече с тигрицей и тигренком, о том, как он помог им и как они благодарны ему за это. Он также написал о своем сильном желании увидеть сына и провести с ним хотя бы один день, чтобы поделиться своими рыбацкими историями и показать ему, как прекрасна природа. Сын прочитал письмо и был тронут словами отца. Он понял, как сильно его отец скучает по нему и как важно провести время вместе. Сын решил, что настало время посетить отца и сделать его счастливым. Таким образом, история со стариком Андреем Николаевичем, тигрицей и тигренком не только привела к спасению животного, но и вдохновила отца и сына на то, чтобы восстановить свои связи и настоящую семейную связь. В итоге, сын приехал в деревню, и они провели вместе незабываемый день, наслаждаясь рыбалкой и общением друг с другом. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.